Всем привет! Меня зовут Александр. Вы находитесь на канале «Вот тебе и». Это видео про часть нашего путешествия по Китаю осенью 2025 года. Мы путешествовали всей семьей и подругой, которая вместе с нами разделила все впечатления, тяготы и эмоции от этой поездки. То, что вы сейчас увидите, как я уже сказал, лишь часть нашего большого маршрута, но, пожалуй, самая насыщенная. Представьте, за 5 дней нам предстояло покорить 4 города, пожить в 3 разных гостиницах. Везде у нас было забронировано 2 номера, и все это уместилось в один маршрут. И это был настоящий марафон, из которого мы вынесли столько опыта и впечатлений, что в одно видео оно просто не уместилось. Поэтому я разделил этот рассказ на 2 видео. Мне очень хотелось показать вам все без остатка и без воды, тупо выкачанной из интернета. Я постарался сделать эти видео сбалансированными. Они подойдут для тех, кто сам планирует поездку по этим городам и ищет интересный и честный маршрут. И для тех, кто просто хочет насладиться красотой природы, городов и невероятным разнообразием Китая. Не забывайте про тайм-коды, они помогут вам быстро найти нужный момент. Хотя, поверьте мне на слово, посмотреть здесь действительно будет на что. Приятного просмотра! До Фэнхуана, первого из 4 городов, добирались мы чуть больше половины дня и при помощи 7 видов транспорта. А именно, начали с того, что с утра на шанхайском метро добрались до аэропорта Пудун. До своего гейта мы добирались на внутреннем шаттле. Только вдумайтесь в масштаб. В этом аэропорту порядка 6 сотен гейтов. Нам нужен был 157-й. Но даже этот путь ощущается как отдельная поездка. Летели мы авиакомпанией Jinea Airlines. За время полета нас даже успели покормить. Обед был по азиатским меркам очень нейтральным и вполне съедобный. И после 2,5 часов полета мы приземлились в городе Чжэнцзэ. Кстати, место в самолете мне досталось с левой стороны, и во время приземления в иллюминаторы был вид на гору Тяньшэнь и визитную карточку города пещеру Тяньмэнь. Эту достопримечательность мы тоже планировали посетить, но чуть позже. Сюда пойдем. Там в горах дырка. О, в горах дырку видели уже. Отлично. Да. Тут на таком полетаем. Нет? Вот такую лестницу увидим. Да? Да. Так. Это что? Дырку тоже посмотрим? Посмотрим. О, на этой коробке поедем. Вот такой у нас. Вот такой у нас грандиозный план. Ну, честно говоря, первый раз такое вижу, что у лент стоят сразу тележки. Уже расставленные тележки напротив ленты. И это не случайная акция, это специально, там даже есть специальные метки, где ставить тележки. Ну, что-то я отвлекся от нашего утреннего триатлона, а точнее семиатлона. Далее перед нами стояла задача добраться с аэропорта до центрального вокзала. Из вариантов автобус или такси мы выбрали более комфортный вид транспорта, так как это было не намного дороже и на целый час быстрее. Купив на вокзале кофе в Макдональдс, через час мы уже сидели в поезде, который за 70 минут довез нас до станции Фэнхуан-Гученг, который находился в 10 километрах от центра города Фэнхуан. Там тоже встал вопрос выбора, как добираться до города. Didi такси здесь не работает, а тариф, который предлагали таксисты на месте, уже со скидкой, нас не привлек. В здании станции есть автовокзал, с которого мы на шаттле выдвинулись в центр города. Так как у нас возникли трудности в городе с доставкой себя до места заселения, последний из этого маршрута вид транспорта был личный, шикарный и комфортабельный автомобиль работника нашего отеля. Так, ну в общем забрал у нас дядька, идет-везет, вот на этой машинке чудной. Шикарная, вот это автобус за нами приехал. О, сели. Как вам там, комфортно сзади? Да, нормально. На 5 минут нормально.
Отлично. А дайте мне ремешок, пожалуйста. А то там такая большая машина, что мне даже до ремня не дотянуться. Сотрудникам отеля за это отдельное большое спасибо. Кстати, более подробно о транспорте, трудностях оплаты и других интересных нюансах путешествий по Китаю у меня выйдет отдельное видео. И чтобы его не пропустить, не забудьте подписаться и поставить лайк под этим видео. Для меня это очень важно и еще больше мотивирует делать подобные видео. Спасибо. Быстро зачекинившись в отеле, мы наконец увидели то, ради чего проделали весь этот путь. В общем, вот наша входная дверь. Тут такой туалет с душевой, раковина, тапочки. Здесь у нас одна кровать, тут у нас вторая кровать, но главная изюминка этого номера не кровать, а вот такой вид. Быстро пообедав в ресторане напротив отеля, мы выдвинулись изучать главную набережную города и ее окрестности. Являясь традиционным народным центром, Фэнхуан тщательно оберегается властями от модернизации и современных мировых веяний. Поэтому, попадая сюда, туристы имеют возможность проникнуться к истинному образу искусства, архитектуры и культуры древнего Китая. Здесь практически в первозданном виде сохранились постройки времен великих империй Цин и Мин. А население общается между собой на древних этнических диалектах и чтит вековые традиции. Передвигаться днем по городу было достаточно комфортно, людей было немного. Удобные мощеные улочки, дорожки и набережные, хоть и не всегда были широкие, но давали комфортно насладиться видами города. На пути часто встречались люди в национальных китайских костюмах, но были и любители аниме. Thank you. Thank you. Да, азиаты очень любят со светловолосыми, светлолицыми девочками фотографироваться. Прям хлебом их не корми и рисом. Дай с детьми светлыми сфотографироваться. Там уже они такие веселенькие и красивые в таких одеяниях интересных. Даже в дневном свете город выглядел потрясающе. Деревянные настилы, каменные дорожки и полноценные мосты не раз давали возможность посетителям города перебираться между берегами реки Тяньцзянь, протекающей через весь город. По пути, заходя в разные магазинчики, мы наткнулись на лавку, где предлагали продегустировать и приобрести разные сладости ручной работы. Там был и современный десерт с Тайваня. Называется он Snowflake Crisps. Это такой коктейль из орехов и дробленого печенья, замешанный в сладкую молочную массу, напоминающую что-то между маршмеллоу и зефиром. И именно в Фэнхуане нам удалось попробовать истинный вкус этого лакомства. Такого качества мы больше нигде не встречали. Да и вообще, все явства, что мы покупали во время прогулки по Фэнхуану, были очень вкусные и свежие. Возможно, нам везло, а возможно, из-за большого потока туристов и сильной конкуренции, каждая лавка в городе старается сделать свой продукт максимально качественным и привлекательным по цене. Будете в Фэнхуане, не откажите себе в удовольствии попробовать что-то новенькое. Так, прогуливаясь по городу и наблюдая, как он медленно облачается в наряд из ночных огней, мы добрались до пристани на правом берегу реки Тяньцзянь. Каждый вечер на нескольких сценах здесь проходит красочное шоу, которое можно увидеть с берега или прокатившись на лодке. Мы выбрали второй вариант и не пожалели. Это поистине необыкновенный и сказочный город, а с реки, да еще и в свете ночных огней, он по-настоящему завораживает и не даст вам забыть о себе еще очень долгое время. Вот такое вот красивое место мы попали. Смотрите, как подсвечивается мост. Замечательный. Просто еще пока мы ехали на кораблике, видно было синюю подсветку. В общем, очень красиво.
А мы приехали на пристань, вот она с этой стороны. И как выяснилось, что можно было и с этой стороны поехать в другую сторону. Поэтому, если будете здесь в городе, имейте в виду, пристани две, и билет, соответственно, хватит на одну поездку в одну сторону, смотря куда вам надо. Мы вот были у этого моста, примерно минут 5-7 отсюда шли, с этого моста торопились, а выяснилось, что это самое, можно было здесь сесть и доехать обратно вот на лодочке. Нам бы ближе было бы к отелю. А так сейчас вот еще раз мы пройдемся по этим замечательным улочкам до нашего отеля. Утро следующего дня выдалось пасмурным, но это не помешало нам реализовать свои планы. Дождавшись открытия, мы провели некоторое время в одном из многочисленных салонов и предстали перед городом в национальных, а кто-то и не очень национальных, но все же костюмах. За время наших путешествий мы уже не раз облачались в традиционные одежды, но уникальность Фэнхуана в том, что тебе достаточно просто выйти из салона, и ты сразу оказываешься в самом центре древнего китайского города 18 века и начинаешь чувствовать себя частью этого волшебства. А туман, который не покидал город в течение всей нашей прогулки, придавал городу особую атмосферу, как будто хотел нам сказать: даже в моросящий дождь я по-особенному красив. Вот какие мы красивые идем. Идем? Потихонечку. Сейчас дорожка очень скользкая, тротуар очень скользкий. Еще в зависимости от обуви, так вообще становится прям как по мылу. Прошел дождик, мы прям под дождем там успели пофотографироваться кусочек. Вот, а сейчас идем быстренько взять себе в дорогу обед в одной ресторан быстрого питания из 3 букв, все его прекрасно знают. Вот. И после этого уже останется примерно минут 30-40, будем ориентироваться на время, ближе к салону, передвигаться. В полдень надо будет уже выходить в сторону вокзала, станции, и мы поедем дальше ездить по городам этого района. Так что пока такие планы, но еще пофотографироваться успеем. И эта атмосфера настолько нас окутала своей необычайностью, что я желаю вам увидеть Фэнхуан и в такую пасмурную погоду. И даже серые облака над головой и периодически моросящий дождик не помешал нам насладиться прогулкой и быть в хорошем настроении. Так, ну что, тоже вас как-то по пояс. О, отлично! Ой, так, подожди. Да, все, серьезные лица. От твоей мужества. Костюмы в аренду мы взяли хоть и на целый день. К полудню мы были вынуждены закончить фотосессию, выселиться из гостиницы и ехать обратно к железнодорожной станции, так как нас в этот день ждал немалый путь и посещение еще 2 городов. Чуть проехав на поезде в сторону Чжэнцзя, мы вышли на станции Фужунчжэнь. Так как город Фуронг был для нас транзитным, по приезду на станцию мы сдали лишний багаж в камеру хранения, а точнее в стеллаж хранения в углу магазина, организованный местной продавщицей. Аналогов на станции попросту не оказалось, и хорошо, что эта уникальная информация случайно попалась нам до поездки на просторах интернета и помогла спланировать более комфортный маршрут.
В этом маленьком городе тоже не работает приложение Didi Taxi. Поэтому мы договорились с водителем на месте на 30 юаней за поездку до центра города и обменялись с ним контактами, чтобы вечером он же отвез нас обратно. Спустя 15 минут мы оказались еще в одном китайском городе, который даже за полдня смог показать нам свои достоинства. Казалось бы, тоже река, тоже улочки и здания в древнекитайском стиле. Но было в этом городе что-то свое, уникальное, что выделяло его на фоне других похожих. Я думаю, это ландшафт, ведь в некоторых местах он не даст вам быстро пробежать весь город, а в момент отдыха покажет вам свою уникальность и непохожесть на другие города. За день мы успели и прогуляться вдоль по улочкам города, и посмотреть шоу на главной площади при входе, и отдохнуть в кафе, наслаждаясь видами с высокого берега. И, конечно же, невозможно не упомянуть про умопомрачительный вид на водопад, визитная карточка города Фуронг. Если вы хотите увидеть его полноводным и во всей красе, лучше приезжать в конце весны или в начале лета. Мы были здесь в конце сентября, и поток воды был средний, но водопад все равно был красив и придавал городу уникальную атмосферу своим звучанием. Попивая чай, мы дождались вечерних огней, и водопад, да и весь город заиграл для нас новыми красками. В завершение дня мы подарили себе посещение массажного салона, которых в городе было немало. Так как это был уже 5-й день нашего пребывания в Китае, данная услуга была как никогда кстати. К тому же ценник в подобных заведениях в центре города оказался не так уж и высок, особенно если не забывать торговаться. После этого, купив еду в дорогу в какой-то местной забегаловке, благо она располагалась рядом с входом в город, мы отправились в Улинь-Юань. Путь наш лежал обратно через станцию Фужунчжэнь, поездку на поезде до Чжэнцзе, куда мы прибыли уже затемно. В отличие от Фэнхуана и Фуронга, Didi Taxi работает в Чжэнцзе, однако отзывы гласили, что поздно вечером машину можно не дождаться, поэтому мы заранее заказали трансфер через наш отель в Улинь-Юане. Спустя 45 минут мы уже заселялись в отель, который находился в непосредственной близости от знаменитых гор Аватар. Туда мы и отправились утром. Этой локации я выделю чуть больше времени, так как здесь мы провели целый день, и, откровенно говоря, даже этого оказалось мало. Ну, давайте все по порядку. Сначала совет для тех, кто соберется сюда лично. Бронировать отель стоит в пешей доступности от входов, так как вы можете утром сэкономить уйму времени. И берите билеты заранее, онлайн. С этим, кстати, без проблем помогают администраторы на ресепшене в отелях. Они к этому привыкшие. Также они могут и порекомендовать маршрут и укажут на карте места, которые не стоит пропускать. Маршрут и время входа фиксированы. Зайти раньше своего слота не получится. На выбор есть два варианта – путь А и Б. И отличаются они последовательностью средств подъема и спуска с гор. Мы выбрали путь А, так как этот путь чаще всего менее загружен туристами. Сначала подъем по канатной дороге, потом спуск в лифте Байлун. Что важно, детям ростом до 120 см билет не нужен, только страховка за 3 юаня. Ее можно приобрести в кассе у входа в парк. Билеты привязываются к личному удостоверению посетителя. В нашем случае это были загранпаспорта. На первом турникете вам его отсканируют, а дальше по всему парку вас уже узнает система распознавания лиц. Важный момент по логистике. Пешком до большинства ключевых точек добраться практически невозможно, поэтому в каждый билет уже включены бесплатные шаттл-автобусы. Они-то и доставляют всех к нижним станциям канаток или к лифту Байлун, а также курсируют между верхними станциями. Место это одновременно невероятно красивое и очень сложное для навигации. Возможно, поэтому один входной билет действует целых 4 дня. Это место подходит и для тех, кто хочет просто полюбоваться видами природы, и для тех, кому подавай приключения и физические нагрузки. Но даже с готовыми билетами утро начнется с челленджа. Покупали билеты вчера накануне в гостинице, когда уже вот только приехали поздно-поздно ночью. И на утро на это время было 400 с лишним билетов. Следующее было с 8 до 9 билеты,
и там оставалось порядка 25, и около 150 оставалось 9 до 10. Мы решили как можно пораньше взять, чтобы меньше было людей. Но, как видим, это не очень удается, пока вот, во всяком случае, в очереди очень много людей. За первый час мы успели отстоять очередь на автобус, прокатиться на нем вдоль обрывов и скал с густой зеленью и купить билеты на подъемник и лифт. Кстати, на канатку детям тоже билет не требуется. Контролеры пропускают их бесплатно, по внутренним картам. Разве что могут еще раз проверить рост. Завершив утренний марафон, мы наконец сели в кабинку и на целых 8 минут погрузились в атмосферу этого уникального места. Национальный парк Чанчжанцзе – место по-настоящему статусное. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и, пожалуй, одна из самых узнаваемых природных локаций Китая. Парк знаменит своими гигантскими песчаниковыми столбами с живой зеленью, которые как будто нарушают законы физики и кажутся инопланетными. И это неудивительно, ведь именно они в свое время вдохновили режиссера Джеймса Кэмерона на создание парящих гор в фильме «Аватар». Мы как будто на том самом фантастическом крылатом экране полетели сквозь горы и ущелья, окутанные густой зеленью. Мы парили над деревьями и каньонами в облаках и не могли налюбоваться этой уникальной природой. Так мы поднялись на высоту в 1200 метров над уровнем моря, на вершину горы Цяньцзы. Совсем немного прогулявшись у станции, обратили внимание, что в парке очень большое количество смотровых площадок. И в последующем мы еще не раз замечали, что на каждой остановке, в местах с торговыми лавками, а порой и просто в конце каких-то тропинок, у вас будет возможность выйти на край скалы и сделать несколько отличных снимков себе на память. Хоть мы и находимся на вершине горы, тут все достаточно хорошо оборудовано. Где-то какие-то небольшие спуски, вот такие длинные пролеты. Есть пандусы, и, в общем, для людей с ограниченными возможностями тоже есть возможность здесь передвигаться без проблем. Частенько попадаются бинокли, и даже можно встретить в зонах отдыха массажные кресла, но этот вид сервиса уже за отдельные деньги. Килька. Корешку продают. Вы видали, какая-то мелкая эта самая рыба, очень на корешку похожа. Вот, но мы уже все. Мы уже на остановке, садимся в автобус и едем дальше. Также у всех этих мест есть информационные стенды с картой. Скажу честно, карты в парке – это отдельный вид искусства. Они достаточно запутанные. На стендах даже есть русский язык, но надписи переведены очень криво и написаны мелким шрифтом. Так что для прочтения некоторых слов приходилось переводить камеру телефона чуть ли не в режим макро. Хочу акцентировать ваше внимание вот еще на чем. Без заранее продуманного маршрута и понимания логики перемещений здесь легко потерять кучу времени. Но даже в таком популярном месте можно оказаться в точках, где вообще не будет людей даже в сезон. На вершинах достаточно часто встречаются места, где вы можете перекусить. На выбор уличная еда, традиционные кафе и даже рестораны с мировым именем. Наш выбор пал на уличную выпечку, и мы попробовали мясные рулеты, так сильно напоминающие чебурек. Попить взяли фруктовый суп со вкусом нашего компота из яблок. Еще на пробу были пирожки с начинкой из картошки и каштана. Так, ну вот мы погуляли, решили вот зайти в такие вот кафе. Здесь продается всякая еда, и вот кукурузные лепешечки маленькие, которые мы пробовали, фэнхуаник. Ну, купили здесь вот такой вот чебурек, не знаю, как он тут называется. 10 юаней такая штуковина стоит. Достаточно вкусно, интересно, с мясом и луком. Хороший такой, выпеченный. Он как во фритюре, там в масле у них жарится. Такой вкусный, как пирожок. Приятного нам аппетита. И вам, если вы тоже кушаете и смотрите это видео. Еще чуть погуляв и прокатившись на очередном автобусе, мы добрались до верхней станции западной канатной дороги, где встретили еще одну услугу. Такие вот носилки из бамбука с комфортным сиденьем посередине. Для тех, кто хочет поберечь силы или почувствовать себя каким-нибудь важным губернатором какой-нибудь древней китайской провинции, которого везут на прием к самому императору. Так, мы, значит, вот пришли оттуда. Вот здесь вот указатели, но, к сожалению, тут вот не все есть. Нам нужна природная Великая Стена. Вот, соответственно, мы сейчас вот здесь.
а нам надо сюда. Вот, поэтому делаем правый поворот. О, господи. Смотрите, активные какие. Вот, они активизировались. Я даже не буду спрашивать, сколько это все стоит. Но, по-моему, мне казалось, что-то за 10 юаней это все. По-моему. А может 10 юань на человека. И каждому по 10 надо давать. Вот. В общем, идем туда. Идти, по-моему, не очень короткий путь. Но, думаю, справимся. Вот. А вон какие серьезные дяденьки. Под песенку сейчас они дойдут. Лихо. Молодцы какие. Носили они на смотровую площадку под названием Тяньчжан Чангченг, что в переводе на русский означает «природная Великая Стена». Это название панорамного вида, где скалы стоят в ряд, образуя подобие огромной крепостной стены. Это была наша крайняя западная точка. Оттуда мы уже начали двигаться в сторону выхода, но впереди нас ждало еще много интересного. Продолжаем пробовать интересную молочную продукцию китайскую. Вот такие вот есть напитки, значит. Решили мы присесть тут. С вишней, с манго, с дурианом даже есть. Вот, ну, с личи еще есть. Вот, мы купили с клубникой. В принципе, интересный такой насыщенный вкус. Пол-литра 20 юаней стоит. Ну, интересно, такие внутри желейки такие мармеладные. И большой объем пол-литра, в принципе, нормально. Так что перекусить немножко, попить. Вот. Есть возможности на такой высоте и рядом с такой красотой. Так, нахаживая шаги на своих двоих и пользуясь шаттлами, мы посетили еще несколько значимых мест. Одно из них – это знаменитая скала Аллилуйя, тот самый прототип парящих гор из «Аватара». Возле нее было много смотровых площадок, но самый лучший кадр получился с недалеко расположенного моста. Еще бы чуть больше облаков в тот момент, и без труда можно было бы поверить, что она буквально парит в воздухе. Поистине удивительное место. Также мы посетили и духовное место гор. На одной из скал есть тропа, густо обвешанная красными лентами, которые посетители повязывают в знак стремления к гармонии с миром. Там стоит огромный золотой небесный замок, на котором высечена фраза «Единство неба и человека». Люди оставляют здесь свои просьбы, написанные на лентах, надеясь, что природа услышит их и принесет в жизнь ту самую гармонию и спокойствие. Это очень символично. В таком парке, среди таких величественных скал, действительно чувствуешь себя частью чего-то бесконечного. Так, ну мы продолжаем гулять. Вот мы только что ходили по вот этому проходу с красными ленточками вот этими. Вот. Но когда отошли на другую площадку, выяснилось, что это мы шли по тому самому знаменитому мосту, под которым безумно здоровенный обрыв. И если бы я знал, наверное, не так бы я себя чувствовал бы в безопасности, потому что снизу прям страшно туда вниз посмотреть, там очень далеко. Да, но вот это вот оказался мост. Но мы там сходили, походили, посмотрели эти ленточки, куда там идти, где там этот мост. Так и не смогли сразу понять. Оказывается, мы по нему уже прошли. В общем, природа так переливается, тут так одна локация в другую локацию переходит, что и не замечаешь, что вот такие вот уникальные места уже попадаешь. Вот, а мы идем посмотрим еще внимательно на этот мост уже со стороны. Вообще, гуляя по этим тропам и смотровым, начинаешь забывать, что находишься на огромной высоте. Настолько здесь все четко организовано. А ведь пик горы Тяньцзы – это 1262 метра над уровнем моря. И только подойдя к самому краю и глядя вниз на эти бесконечные каменные столбы, осознаешь, в каком уникальном месте находишься. Сразу приходит понимание, сколько человеческого труда вложено в то, чтобы мы, туристы, могли вот так беззаботно здесь гулять. И этот труд проявляется не только в мостах и дорожках, но и в вещах, которые поначалу даже не замечаешь. В том, как местные работники буквально оберегают каждый твой шаг от скрытых опасностей. Например, все мы знаем, что в лесах живет море насекомых, и не всегда они безвредны.
Так вот, мы не раз встречали воткнутые в стволы крышки с иглами и баночки со специальным средством. Эта жидкость разносится по волокнам живого дерева и, не вредя ему, отпугивает клещей и прочих опасных насекомых. Так что, если у вас есть фобия, связанная с насекомыми, здесь об этом можно волноваться значительно меньше. Вот, ну, естественно, конечно, это единственное, от чего все не спасает, вся эта организация, от погодных условий, да. Вот у нас сегодня не супер как жарко, а наоборот даже дождик периодически капает. И когда заволакивает облаками и дождевыми тучами здесь этот парк, то уже не очень хорошо видно скалы. Спускались с гор мы на знаменитом лифте Байлун. Поскольку мы выбрали путь А, он стал нашей финальной точкой. И это было стратегически верным решением. В отличие от маршрута Б, где лифт является отправной точкой и собирает огромные толпы на подъем, мы по дороге к нему ни разу не столкнулись с очередями, разве что у самых кабин пришлось подождать совсем чуть-чуть. Сам Байлун – это инженерное чудо. Во-первых, кабинки двухэтажные, и он официально признан самым высоким открытым лифтом в мире. Его высота составляет 326 метров. И когда кабина начинает движение, а перед тобой открывается панорама на горы Аватар, это просто сумасшедшее ощущение. Это была идеальная точка нашего маршрута. Как я и говорил в начале, одного дня для этой грандиозной достопримечательности очень мало. Получится пройти, дай бог, только треть парка. Чанчжанзе – это место, которое одновременно поражает своей дикой, первобытной красотой и невероятным уровнем заботы о человеке. Уставшие, но абсолютно впечатленные, мы покидали парк с пониманием, что 4 дня действия билета – это не маркетинговый ход, а реальная необходимость, чтобы почувствовать этот мир Пандоры на полную мощь. На этом я, пожалуй, прерву рассказ про наш трип за пределы Шанхая. А продолжение вы увидите уже в следующей части. Там мы отправимся на знаменитый стеклянный мост близ гор Аватар. Там же недалеко прогуляемся по пещерам с драконами и, как я и обещал в начале этого видео, заберемся в пещеру Тяньмэнь и погуляем по вершинам горы Тяньшань. И чтобы это не пропустить, не забудьте подписаться, поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и напишите комментарий под этим видео, какие локации больше всего вам понравились из этой части и что, может быть, они вам напомнили. Ну а на этом все. Так что пока-пока. Все, я думаю, все. Вот, ну, торопимся, но какие-то разойти.